Доброе утро, дорогие наши! Я очень рада встретиться с вами. Пошла управляться по хозяйству. На улице дождик такой, все мокрое. Но в данный момент он вот минут на 15, на 20 перестал идти. Курочки выбежали. Вот это наша уточка, наседка, которая уже второй год, которая сейчас была второй год, уже высиживает яйца, высиживает цыплят. В том году она два раза сидела. И в этом году уже села. И всего в этом году у нас 3 уточки сидит. Ну, а это молотки, которых мы взяли. Вот эти пестрые курочка ряба. Это мясо-яичная порода. И вот эти желтые, красные курочки. Это тоже молотки. Вот-вот скоро должны занестись. Но это вот эта уточка, она даже внешне отличается. Когда уточка садится на яйца, она вся такая приземистая ходит, в отличие от тех уточек, которые не садятся. Вот оно, ее гнездо. Она укутала, видите, ушла и немножечко открыла их. А это другое гнездо. С плохой погодой даже не удалось полюбоваться красивым садом. Это вот уже опали все цветочки, падают, как будто снег лежит в саду. Ну, еще груша цветет, еще начинается вишня цвести, все, по идее, цветет еще. Ну, плохая погода, и вот нету такой вот радости. Но мне вот очень нравится, это айва начала цвести. Она как невеста, она вообще такая вот другая. И плод какой-то необычный, и сама другая. Иван у нас должен приехать сегодня к вечеру с пасеки. Уехал на пасеку на рапсовый мед, в принципе. Я вам всем рассказывала, говорит, холодно там, сильно-сильно, слякотно, холодно. Получается, они вообще стоят посреди поля, так вдоль всей дороги, у них выставлены прицепы с уликами, и они там дежурят по очереди, и пчелочки работают. Ну и даже пчелочкам, в принципе, работать времени нет, потому что идет дождик. Я сейчас делаю котлетки, достала фарш с морозильной камеры в разных пакетиках. Так хотела 50 на 50, но у меня получилось 70% свининки и 30% всего курочки. Обваливаю я котлетки, сделала такую смесь. Немножечко крахмала кукурузного, немножечко манки и немножечко сухариков. И такая смесь хорошая получилась. И такие котлетки прям красивые получаются. Хорошие, вкусные. То есть котлет нажариваю много, чтобы дети могли даже просто взять котлету в руки и попить чай. То есть, в принципе, это нормально. Пусть выходные дни, чтобы никто не смотрел, никто никого не ждал, и никто не ждал, пока кто-то что-то приготовит, чтобы всегда все было готово. Хоть дома и немного детей, ну что такое 8 детей всего дома, да? То есть детей дома нету, получается. Владислав в армии, а Рома с Валерой уехали в санаторий. Домой хотят, не хотят быть в лагере. Ну, ничего. Каждый день Валера присылает, что им дают на завтрак, на обед, на ужин. Каждый день в семейную группу Валера делает фотографии. Мало того, ну, порции, да, в принципе, вроде и ничего, но мальчишки, перекусов же между этим нету, для них, конечно, это мало. Но там есть магазин, магазин очень дорогой. Мы им давали с собой деньги, и в этот раз Валера уже прислал мне по WhatsApp сообщение, говорит, мама, могла бы ты еще нам хотя бы 800 рублей дать? Я говорю, сына, что случилось? Он говорит, мама, здесь такие цены дорогие, так все дорого. Написал расценки, но получается в 10 раз все дороже, чем здесь у нас в магазине. Я говорю, конечно, перевела им сейчас сразу 1000 перевела. Потом, говорю, еще будем с тобой смотреть, сколько что понадобится. То есть даже воды, чипсы вообще очень дорого стоят. Ну, в принципе, за чипсы я и не расстраиваюсь. Вообще все очень дорого стоит. Бутылка воды 150-200 рублей. Обычной воды. Так дорого стоит. Там я котлетки, хоть я их и прожарила, но я все равно их залила водичкой
и пропарила, потому что свиные, чтобы уже точно знать, что нигде деткам не попадется ничего сырого. Здесь дети, у них такое прям забава, но мне нравится, что они не смотрят телевизор, не играют в телефоны, вот выжигают, делают бусы, занимаются. Это такие последние покупки, которые мы для них сделали. И вот они каждый день все прям в очередь выстраиваются. Но сейчас у нас еще на подходе там творческие игры подходят, мы потом дальше покажем. Это уже вечер, они намылись, Ваня уже намылся. Потом там другие дети пошли мыться, и мальчишки потом пойдут перед сном мыться. Уже и папа приехал наш, вот зашел, уже детей спать надо укладывать, но они все равно все здесь. Снежанка хвастается, ободок сама сделала. Бус сколько наделала, что со школы нам прям поругали, чтобы они не одевали. Много так украшений в школу. Получила посылку, швабру Easy Clean. Умную швабру. Мне, в принципе, очень нравится эта швабра. Во-первых, ведро на 12 литров с двумя отсеками. Один отсек идет для воды, второй отсек идет для отжима швабры, когда намочишь. Очень удобно. То есть раз, опять мокрый не опускаешь. По краям открывается, вытаскивается. И также очень легко справиться хоть ребенок, который уже начинает дома убираться, хоть пожилой человек, у которого слабые руки, открывается легко. Даже если вдруг, вот если ручка поднята, и мы работаем, и можем бояться, что откроется, смотрите, вот если ручка поднята, уже защита стоит, уже не вылезает. Все, защита сработала. А когда опущены, ручка опущена, раз, все, сразу легко открывается. То есть предусмотрено ведро, в принципе, нормально. Также два слива. С этой стороны слив, сливаешь, пожалуйста. И со второй стороны слив. Смотрите. Также швабра состоит из 4 частей. И как узнать, какую первую накручивать, видно, что вот у этой насадочки, смотрите, квадрат такая длинненькая, а эти как будто треугольные. Вот это должна быть последняя. Так, а это именно вот сюда закручивать на швабру. Микрофибра. Ее, наверное, не очень удобно одеть, но она очень надежно держится. Она приклеивается вот тут и одевается еще вот на такие, раз, вот так вот. Все. Зато она не слазит вообще, потому что все прочно. Вот это очень удобно. Не будет постоянно швабра сваливаться. Также регулируется ручка. 1,50 м делается. И делается вот такой длины, выше. Это если куда-то наверх поднять, на потолок или стены протереть высоко. Есть скребок, который чистит остатки на тряпочке, если волосики остались или что-то после того, как тряпочку отжали. И скребок хранится вот так. Так, я уже налила воды, 2 отсека, и начинаю мочить тряпку. То есть получается раз. И теперь переношу сюда и выжимаю. Все. Я специально взяла грязные полы, чтобы уже хорошо протестировать тряпочку. Хорошо. Во, как заходит. Под мебель хорошо заходит. То есть можно каждый день не залезать, да, можно вот так вот везде пролазить. Ну, я хочу сказать, что и так грязь так убирается с первого раза, без разводов. У меня полы белые, так видно. Я хочу усложнить задачу и специально взяла кружечку чая. Хочу налить, посмотреть. Во, как микрофибра, я ее даже не полоскала, как она соберет. Ну, давайте.
Посмотрим. Много налила, целую кружечку. Угу. Смотрите, как хорошо собирает. Впитывает микрофибры в себя. Смотрите. Все, она собрала всю воду, весь чай. Без единого пятнышка. Сейчас я прополоскаю еще раз. Хорошо прополоскаю, а то у меня тряпочка была в чае. Смотрите, микрофибра отлично впитывает. Такая умная швабра. Я даже стульчики не отодвигаю. Удобно, как я говорила, брать сменные насадки, покупать. И потолок, посмотрите, очень удобно. Даже, мне даже на стул вставать не надо. Как удобно мыть. То есть очень удобно. Окна, потолки, стены, которые находятся в недосягаемости, куда мы лазили обычно. Мы моем этой умной шваброй Easy Clean. Модели швабр и другую продукцию для дома можно посмотреть в аккаунте компании. Тот, кто подписан, они часто проводят разные розыгрыши, скидки, ссылочки все на швабру и на компанию. Мы все оставим под видео. Кого заинтересовало, проходите, знакомьтесь. Молоко довела до кипения, оно у меня вот минут 5 постояло, 10, и я хочу его слить. Кокосовое молочко сделала. Получается, этот кокос мне сейчас нужен будет в торте, а молочко, потом выпьют дети как кокосовое, возможно. А это молочко, а кокос пусть остывает, стоит над молоком, чтобы не горячо было, да? На тарелочку сейчас поставлю. На тарелочку поставлю, чтобы горячие пары не шли, а молочко уберу. Чтобы побыстрее остыло. Я его даже вот так вывалю. Все, пусть остывает, стоит кокос мой. Ой, какой запах! Я хочу спечь торт Рафаэла. Этот торт простой. Я его буду делать на большом противне. Сейчас посмотрю, одного коржа мне надо будет, или 2, или 1 разрежу. Я хочу завтра. Дети не знают. Детей уложила спать. Время уж не буду говорить сколько. 11:30. Я полна энергии. Я хочу сделать детям сюрприз, чтобы детки завтра проснулись и в обед Снежану привезем в 3 часа с тренировки. И мы могли с детьми еще что-нибудь приготовлю, может даже еще... Да нет, торта достаточно одного будет. Что-нибудь еще приготовим и посидим. Дедушку с бабушкой позовем, посидим, открытие сезона отметим. Пообщаемся, может быть, с детьми. В шашки поиграем. В общем, придумаем, что сейчас я буду готовить. Кокос мой остывает, он так распух. Все продукты на столе, продукты все в двойной, как обычно, в двойной норме. Я сейчас буду взбивать, поэтому буду добавлять все молча, так как шумно на камере будет. Я буду добавлять соль, сахар, кокос, муку. Все. Все. У меня уже греется духовка. Как только начала заниматься, я включила духовку на 180 градусов. Так, теперь я ввожу порциями муку. Буду прям порциями такими вводить, небольшими. Хотя бы за 3 приема, да? Чтобы она не осела. Яйцо холодное. У меня здесь получается двойная форма, двойная порция. Но она небольшая. Порция идет на стандартный противень. Я оставлю на маленький противень. Вот некоторые в маленьком пекут.
и на стандартный. Торт будет очень вкусный, обычный, домашний. Никуда мы отстаиваться не будем ставить бисквиты на целую ночь. Мы сразу все замесим, как в детстве. Такие красивые. Так, тарелочку уберу. Так, все. И сейчас еще добавлю кокосовую стружку, тоже по чуть-чуть добавлю, размешаю. И кокосовая стружка также в крем будет идти еще. Такой Рафаэлло. Вкусный-вкусный. Вроде бы и бисквит, а с кокосовой стружечкой он уже по-другому будет совсем. Угу. Так. Такой жиденький бисквит будет. Так. Все. Сюрприз. Дети не ожидают. Уже пора сделать тортик. Давно не делала. Все. Я весь его выливаю. Вот такая масса. Ой, не размешала тут хорошо. Сейчас размешаю. Постоянно вот у него у бисквита привычка постоянно муки осесть вниз. Ну ничего. Торт очень легкий. Все замесил и сделал. И крем очень легкий. У меня уже на 180 я сказала, что разогревается духовка. Все, надо убрать. Все, убираем. Никиту попросила, чтобы он мне начистил орехов сегодня. Не сказала, зачем. Говорю, сыночка, начисти мне орехов. Вот он начистил, и я их на измельчителе их не хочу мельчить. Хочу, вот, чтобы они крупненькие были. Вот так порежу их. Такой тортик будет. Я их перебрала хорошо, чтобы ничего такого не попалось, чтобы зуб сломать. Прям хорошо-хорошо перебрала. Вот так вот. Я думаю, достаточно. На измельчителе они вообще прям получаются в пух. А это вот покрупнее будет, пусть покрасивее будет. Торт готовится очень быстро. Сейчас пока крем еще не тороплюсь. Сейчас у меня уже бисквит доделывается. Уже 8 минут стряпается бисквит. Но я начинаю заготовки уже делать. Вот. Ему же еще чуть-чуть остыть надо. Поэтому я сейчас орешки пока только делаю. Ну вот так, мне кажется, вот так они будут. Мне надо немножечко добавить в крем, а немножечко я прям сверху посыплю для красоты. Так, мой бисквит готовился ровно 20 минут, 15-20 минут. Мой ровно 20 готовился, потому что я вот в ту духовку, которая послабше пекет. Поставлю и вот так с тряпочки сниму, переверну. Во! Так. Вкуснятина. Так, у меня здесь сыр творожный, сгущенное молоко и сливки 33%. Я сейчас это взобью. Можно делать и с сахарной пудрой, но у меня сегодня слишком вкусный будет. Слишком. Все, взбиваю. Добавлю ванильный сахар по вкусу. Я добавлю 2 пакетика. У меня тут порция большая. Поэтому 2 пакетика. Взбивается очень быстро, потому что сливки холодные и сыр тоже холодный. Вообще торт легкий очень. Я в описании оставлю рецепт именно своего. У меня противень стандартный, по-моему, 33 на 38. Стандартные печки. И я расскажу, сколько я чего потратила.
У меня большие. У меня потому что будет... Я спекла 2 коржа. Так. Так. Кокосовая стружка. Сейчас я ее высыпаю. И орешки. Туда же вот так чистые. У меня грецкий орех можно. Любой. Миндаль. В Рафаэлках миндаль, да, там. Можно и простой орех. Ну, у нас дома грецкий орех, поэтому я добавляю грецкий. Так. Теперь пополам разрезаю. 2 тортика таких у меня получится. Сюда кладу. Уже остыл. Все, завтра дети проснутся, а дома 2 тортика. И даже не поняли, когда это случилось, да? Так. А теперь вот это я одену сюда. Вот так. Оп. Потолще. Крем без масла. Он не жирный, он вкусный такой. Орешки попадаются. Такие 2 домашние тортика. Мне не хватило крема на 2-й тортик. Я буду на глаз сейчас делать, чтобы намазать на 2-й потолще, потому что хочется, чтобы толстенько, красиво было. Вкусно себе же делаем. Сейчас поменьше делаю, поэтому вот так. Так, и еще орешки. Угу. О. Тортик такой. На вид чисто домашний, да? Ну, а и вкусный такой. Крема много накладываю, чтобы толстенько было. Крем не жирный, поэтому его будет хотеться кушать. Он сейчас до обеда постоит. Примерно до обеда, да? Пропитается. И будет очень-очень вкусно. Сюда еще на бок. И сюда тоже. По краям, чтобы был. Чтобы не получилось, что по краям нету. Все, не буду так. Уже время много. Уже мой оператор любимый хочет спать. Ну, вот так. Все, выкладываем. У меня получилось 2 торта. То есть получается, что вот этот 2-й торт я просто не на камеру спекла корж и разрезала. Я оставлю количество продуктов на 1 торт. То есть на одном противне, на большом. У кого маленькие, можно на маленьком. Можно разрезать потом. Это когда крем с маслом, его много не скушаешь. А этот легкий крем. И сгущенное молоко можно заменить сахарной пудрой. Тоже будет очень вкусно. Но со сгущенным молоком получается масло масляное прям такое. Картина маслом. В каком фильме была? Кто из героев говорил, в каком фильме картина маслом? У меня торт такой. Ой, вы не представляете, какой он вкусный. Я думаю, что знатоки тортов и так уже знают, что он будет очень-очень вкусный. Вот сюда домажу чуть-чуть. Надо все домазать. Вот так. Если бы крем масляный был, то его бы не надо было домазать. А этот вкусный. Вот сюда вот. Во. Выравнивание кремом.
крем Рафаэлло. Так. Все. После того, как я Ивану сказала, что мне еще посуду за собой помыть надо, а время уже час, он пробурчал, что он с маньяками больше не связывается, и пошел, и пошел. Он уставший после пасеки. А мне надо посуду, я же набардачила. У меня же дети проснутся утром. Вот такие 2 тортика я сделала. Рафаэлки. Они получились такие довольно-таки тяжелые. Даже очень тяжелые. Я их убираю до завтра в холодильник. Ну все, ускоряемся, быстренько за собой убираем. В принципе, убираться-то немного. Сейчас протру стол, за собой все крошечки уберу и сполоскну посуду. И часто девочки говорят, у вас же посудомойка. Ну вот мне надо сначала чистую разобрать. Дело в том, что когда я напакостничаю, наделаю бардак, посуды всегда очень много. Да и посуда такая, если вот она не жирная, ее быстренько сполоскнул, да и все. Вот ее там ставить на час стираться. Дети и так вручную, в принципе, почти не моют, всегда только на посудомойке моют. Но я тоже сейчас посуду, которую можно поставить в посудомойку, поставлю в посудомойку. Ну, а деревянные досточки и что-то деревянное, и, конечно, я уже помою. Поэтому сейчас быстренько решила сегодня облегчить себе задачу. Поэтому быстренько туда составляю после крема, даже не споласкиваю. В принципе, ничего такого, чтобы мусор оседал, нету. У нас вообще вода такая, она с известью, известковый налет. Поэтому мы поставили фильтр, у нас своя скважина, и я пользуюсь Клоссом. Он очень хороший, он удаляет известковый налет и ржавчину. Я думаю, многие хозяйки его знают, мне он очень нравится. После этого средства сразу все краны и все такое прям хорошее получается, как будто новенькое. Ну, а также вот известковый налет, он забивает трубы. Мы когда поселились только, мы очень часто пробивали трубы. Вот я пшикаю Клоссом, им очень хорошо и на плитку, где какие-то есть такие грязные места, он тоже все отмывает. Ну, а также, когда я вот так допоздна работаю, чтобы после меня никто не включал кран, и если много мусора в трубы попадало, у нас вот известковый налет, он забивает трубы. Мы когда приехали, мы ничего не понимали, думали, даже нам придется полностью менять канализацию. Часто приходилось прочищать, где-то дети что-то, мусор пройдет. И пока Иван не приловчился покупать каустическую соду. Я сейчас моечку помою, все сделаю, вытру и залью. Я сегодня решила, что я много крошек от торта туда попало, много мусора туда попало, поэтому я, хотя бы вот раз в неделю вот каустическую соду туда сыплю. Спасибо всем, кто досматривает нас до конца. Спасибо вам за огромную поддержку, которую вы оказали бурно после просмотра ролика «Вопросы и ответы». Я вам прям искренне. Вот как вы пишете, опять же повторюсь, низкий поклон. И вам также.